Кто же она, Надежда Солнечная? Как же она на самом деле выглядит? Что же за страшная бабка с детским голосом? Вторили вы мне в комментариях, и я решила, а что бы нет? Почему бы мы наконец-то не увидеть настоящую Надежду Солнечную, то, как она выглядит, какое у нее лицо. И, в принципе, знаете, моя личность, наверное, настолько же где-то была загадочна, насколько и была загадочна обратная сторона Луны. И с тем учетом, что в прошлом видео, где я смотрела на тонком весьма очень такую спорную тему, касающуюся того, что творилось в Новосибирске с пандемией животных, я решила, а почему бы мне действительно, как кто-то написал в комментариях, не показать свое истинное лицо? Да, в том плане, что вот наконец-то Надежда что то там показала. Давайте откровенны, мое истинное лицо вы видите только сейчас. Итак, всем привет, ребята! И с вами сегодня Надежда Солнечная. Наконец-то, может, для кого-то кто-то меня уже видел, кто-то видит только сейчас. Ну, я решила, а почему бы нам не начать с вами знакомство? Я не знаю, первый это будет ролик, последний ли. Вот, первый и последний ролик в таком формате, но посмотрим, насколько вам такой формат зайдет. И, может быть, если мне это будет удобно, то я его продолжу, потому что для меня, в принципе, снимать видео с видео Для меня, в принципе, снимать видео с видео — это очень сильно неудобно, потому что я, честно, не привыкла это делать, только в прямых эфирах, на стримах. Я как-то вот сижу, что-то рассказываю, но снимаю вот конкретно видео, которое потом идет в оффлайн просмотр, я первый раз. Вот. Даже на стримах я не записываю видео, я записываю, выкладываю только аудиоформат. А те, кто видит видео, это все живой формат. И аллилуйя! Этот формат у нас немножко перешел на YouTube, на ВК и на прочие площадки. Посмотрим, как он дальше нам с вами зайдет, не зайдет, будем, не будем. В общем, не буду дальше вас третировать. Сегодня мы с вами поговорим об обратной стороне Луны, точнее о том, что недавно якобы, опять же, пока что я ничего не утверждаю, но якобы была совершена миссия полета на Луну не с приземлением, а просто якобы ее облетели. Вот, сделали фото с обратной стороны Луны, засняли затмение, засняли еще что-то, и вот приземлились благополучно и сдали отчеты, показали человеческую, сказали, вот, мы такие молодцы, мы слетали на Луну. И очень много споров различных ходит на тему, да, этого полета. На самом деле он такой же или это очередной фейк, снятый, как в свое время у Кубрика, да, где-то там в какой-то киностудии. И сегодня я хочу посмотреть это на тонком. Но перед тем, как мы начнем, я сразу скажу, ребята, судя по комментариям и потому, что вы там писали под прошлым моим видео, где правда, да, и то, что я увидела на тонком, никому не понравилось, и то, что многие из вас просто услышали не то, что они хотели услышать, налилось там куча грязи, налилось там куча еще что-то. Давайте сразу здесь поставим все точки над «и». Я сказала об этом в Телеграме. Многие это услышали, кто подписан на мой Телеграм. Кто не подписан, подписывайтесь. Там я где-то тоже оперативно выкладываю какие-то вещи, которые мне идут с тонкого плана, которые я потом, допустим, могу на Ютубе не озвучить, потому что там оно уже озвучено. Также там выставляются анонсы всех видео, всех прямых эфиров и все прочее, что я веду. Так вот, а, кстати, очень, знаете, хорошо, что не только люди, которые просто хейтеры, которые насмотрелись там чего-то в интернете, да, которые потом льют грязь в комментариях, подписаны на меня, ну, а также на меня подписаны люди, кто действительно работает вот этой средстве, да, где защита животных, в плане того, что связаны с министерством, да, по сельскому хозяйству и все, кто застал все это, что происходило в Новосибирской области, кто не просто там какой-то обыватель, а который именно близко к
ко всему этому был, да, вот, является одним из моих подписчиков, и этот человек подтвердил действительно мои видения, сказал, что так оно и было, что говорили одно, прививали и проводили вообще, в принципе, совсем от другого все мероприятия, а также назвал мне определенную болезнь, которая действительно очень сильно похожа, ну, не похожа, а так и есть по описанию, то, что я именно увидела на тонком. Вот, и также я в "Телеграме" отметила, что как раз таки я, изучив, ну, после того, как мне про это сказали, я изучила, что же это за болезнь такая, и оказалось, что если бы у нас хотя бы это слово прозвучало, этой болезни, да, вот, что у нас на территории страны что-то подобное вспыхнуло, просто бы мы лишились полностью возможности торговать молочной и мясной продукцией на мировом рынке. То есть это, опять же, подрыв экономической безопасности страны. Вот, что я, в принципе, тоже увидела на тонком. И я также сказала, что сейчас идут именно нападения на экономику в первую очередь, да, потому что санкциями не удалось, этим не удалось, тем не удалось. Сейчас пытаются вот таким образом эту экономику подорвать. Как бы те, кто хотел, или желал, чтобы это был Мираторг, чтобы это там были какие-то другие компании, которые якобы в период, знаете, такой достаточно сложный экономический период для страны, вдруг начнут сами убивать ее экономику, мериться с кем-то силами. Ну, ребята, просто перестаньте смотреть, всякую ерунду, вот, ну, и начните хотя бы логически думать, кому это выгодно, чтобы вот в такой нелегкий период, да, когда люди и так, ну, достаточно очень тяжело находятся вот в экономических таких тяжелых моментах, было выгодно, в принципе, что-то подобное начинать. Тем более внутри страны. И кто их за это не погладит по головке? Потому что у кого-то просто полетят, шапки. Более подробно я это все объяснила в своем "Телеграме". То есть и про экономику, которая должна будет полететь, да, и почему это все произошло и так далее. То есть я это все там рассмотрела. Если кому-то интересно, заходите, посмотрите. Также в "Телеграме" я отметила, что если уж я буду смотреть какие-то события на тонком, да, и что-то там разведывать, например, как сегодня, да, обратную сторону Луны, я буду говорить не то, что там идет по интернету, не какие-то там очень популярные теории заговора, которые там сейчас идут, еще что-то. Я буду говорить то, что мне идет с тонкого. Если это что-то, да, что мне идет с тонкого, будет разниться с тем, что сейчас обильно гуляет по интернету, извините, да, я не буду говорить то, что кто-то хочет услышать. Да, это бы было классно, я бы, наверное, заработала кучу подписчиков, я бы, наверное, знаете, на этом бы там сразу же, да, хайпанула бы, еще что-то. Но мой канал, он не для хайпа, он для правды. И он всегда таким был, потому что этот канал изначально, то есть открывался как место, где я могу говорить о том, что я вижу, вот, о том, что я чувствую, и о том, какие видения мне приходят с тонкого. И менять это как-то ради хайпа, ради еще чего-то я не собираюсь. Я за правду и за истину. Как бы и говорю то, что вижу, а не то, что кто-то хочет услышать. Нравится ему это или нет. В мои задачи входит как раз-таки обличать манипуляции, а не заниматься ими. Поэтому, ребята, как-то с этим вам придется жить. Ну, а мы начнем про обратную сторону Луны. Во-первых, я себе скачала, естественно, то самое фото, которое сейчас гуляет из сети, которое якобы является как раз-таки тем самым фото, которое сняли в НАСА, да, для того, чтобы показать нам, что это якобы вот это вот та самая сторона Луны. И я попрошу как раз-таки своего видеомонтажера, который делает видеомонтаж, вот, показать сейчас эту фотографию. И, наверное, я не знаю, как там оно будет, либо меня будут показывать, что, может быть, для кого-то будет как раз-таки интересно, потому что ребята, м, которые в прямых эфирах, на стримах участвуют, они видели уже, потому что я в прямых эфирах выхожу на тонкий, как я вижу, да, прям видят эти процессы. Иногда я вот как, допустим, в последнем стриме, где я
смотрела флаги и гербы, да, там я вышла на очень глубокий процесс, в том числе Тартарии, тема Тартарии, того, как нас завоевали, как нас заклеймили, как нашу страну просто опустили, и как мы в 90-е годы подписали капитуляцию, вот, которая фактически поставила нашу страну в очень отвратительное положение. Я там все это рассказала, потому что я там вышла как раз-таки очень на глубокие вещи через герб. Вот этот наш, где некий непонятный чел убивает как раз-таки символ Тартарии, и также где красуется прекрасный символ Римской империи, под гнетом которой мы находимся на данный момент. Поэтому, кому интересно, заходите. Вот в СК очень-очень много интересного, в том числе там я смотрю на тонком то, что просят ребята. На прямых эфирах прямо задают они вопросы: посмотри вот это, и я это все смотрю. Это очень-очень интересно. Вот. Ну, а сейчас я открою ту самую оборотную сторону Луны. Кстати, да, еще если кому-то интересна тема, вот истории и настоящая история, она очень сильно важна, поверьте мне, то это я смотрю на Бусти. Там очень много исторического, в том числе про книжку волшебную, кто ее написал. Та самая, которая у нас самая популярная в мире книжка, да, на свете, с крестиками, там, и с всякой вот этой вот атрибутикой. Кто писал эту книжку, кто завоевывал нас, как это все происходило. То есть все это из моих личных воспоминаний прошлых жизней, которые я отлично помню вообще. Я помню не только свои прошлые жизни, где я была, кем я была, как я жила и так далее. Но также я и помню свое посмертие, то есть что там наверху, канцелярия, все, я это все рассказывала на канале. Это все, знаете, не рассказывает мне там инопланетяне с планеты Нибиру там или еще какая-нибудь вот эта херня. Я говорила, что это все полная чушь. Всему этому верить нельзя, потому что ты должен свои ну, личные, да, какие-то вещи. Если ты этого не помнишь, тебя обмануть, знаете, это из разряда обмануть меня не просто, я сам обману, ну, точнее, очень просто, я сам обманываться рад. Я никому никогда не верила в этом плане, я была все же скептиком, как бы это ни звучало, да, с учетом того, что мне когда говорили: "А вот ты эзотерика, тебе не интересна эзотерика?" И я такая: "Блин, ребята, ну я сама эзотерика, да, и я моё второе имя - это эзотерика, поэтому мне это вообще не интересно было". Вот, поэтому я ни в какие учения, течения, ничего просто не залазила, потому что когда ты помнишь все, просто все, когда у тебя абсолютно не затерта память, как у всех с рождения, то тебя обмануть, ну, практически невозможно. Поэтому я на своем канале здесь, как бы и, знаете, вот это вот все, вот эта вся, штука вся идет мимо меня. И в том числе на тонком подпихнуть мне что-то, что не соответствует действительности, практически нереально. Да, да не практически, а нереально, потому что я это все сразу разоблачаю, когда мне идут что-то левак какой-то. Вот. Ну, не суть. Давайте мы с вами вернемся к обратной стороне Луны, а вы подписывайтесь на другие мои ресурсы, в том числе подписывайтесь ВК, Рутуб, Дзен, вот, чтобы не потеряться. Ну, давайте посмотрим на тонком. Я сейчас как раз-таки открою картинку себе на компьютере, поэтому если что-то у меня там глаза куда-то будут, если что, я, если что, смотрю картинку. Мне прям, я ее себе открою в большом формате. И знаете, первое, что идет, ну, это не космос. Это не космос, ребят, вот это конкретная картинка. Я сейчас не смотрела, летали они там реально куда-то не летали, но вот конкретно эта фотография, это не космос. Там все-таки, кто видео будет монтировать, он скинет эту картинку. Это не космос. Даже вот я смотрю, вот это черное пространство зафотанное, да, вокруг якобы Луны. Ам, Выключенный свет, подсветка, здесь человек стоит большой. Вот эта планета маленькая, якобы планета, да, маленькая. Это студия, студийный свет, прожектор, я вижу. А, Как-то на ниточках подвешено, очень аккуратно.
очень активно выставляется свет, прям, знаете, очень профессионально выставляется свет. Там дверь какая-то, вот где планета, да, грубо говоря, где вот эта вот Луна, вот с правой стороны там дверь вообще на выход. Комнатка маленькая, как будто чтобы там лишнего света не было, чтобы создать освещение. Вот именно этой кромешной тьмы и вот чтобы вот конкретно студийный свет был. Нет, фотография абсолютно нереальная, это все муляж. То есть кто-то эту фотографию готовил в фотостудии, в специальной, да. То есть она полностью это не искусственный интеллект даже, ничего, но это муляж. Сама вот эта муляж Луны из чего-то, знаете, такого изготовления, не знаю, как полистирол или что-то такое, вот вспененная какая-то штука, не бумага, не резина, а что-то вот, что-то вспененное, короче, типа, и м, шероховатое, знаете, вот метиленовые губки есть, да, вот что-то такое, только оно менее пористое, и какое-то, ну вот что-то подобное, знаете, как вот то, что иголки можно повторить, что-то вот такого плана. То, что "за", я даже вообще не знаю, что это. Там, знаете, такое ощущение, что там вообще шарик, вот который "за" висит маленький, да, это как какой-то даже белый муляж или, может быть, зеленый муляж. Короче, муляж, который, да, просто как пустой, да, шарик какой-то, может быть, зеленый, может быть, пустой. Ну вот, короче, как белый лист бумаги, и на него накладывается картинка. То есть вот вторая, где типа земля, да, типа затмение, это просто вот взяли пустой лист и на нем что-то нарисовали. Ну, грубо говоря, в фотошопе или что-то такое, как подставили, да, вот эту картинку. Давайте теперь посмотрим, реально ли они куда-то летали. Вот у меня сейчас есть, я скачала фото, опять же, астронавтов, которые типа сидят вот в этом корабле, который должен был облететь, да. Летать они куда-то летали, полет этот был показной. Знаете, вот показуху какую-то делают, заказуху, показуху. То есть они реально вылетели куда-то наверх, туда, может быть, в космос, но до Луны они не долетали. То есть они как будто вылетели, пролетели там куда-то, да, ну вот так вот как-то облетели и вернулись. Но до Луны там было еще, как до Африки, знаете, говорят, пешком, то есть где-то, ну, может, одну треть, да, вот расстояние там, ну, не знаю, до Луны там вот так вот, 3, да, вот части. Они из вот этих 3 частей только одну часть вот такую вот пролетели небольшую, и все остальное нет. То есть просто прилетели, сделали видимость какую-то и вернулись. До самой Луны вот, идёт 2/3 пути, они вообще не долетели. Некоторые из них даже как-то типа: "А как мы не полетим?" Ну, то есть, кто-то из них, один или двое, короче, из этих астронавтов, или что они нет, нет, это не астронавты были, это были, какие-то специалисты, просто не те, которые летели наверх, а какие-то специалисты. Вот опять же, знаете, помните Аполлон, вот это 11, да, который был, или как его там, который якобы спускался на Луну? Там же только ленивый не сказал, что там масоны сидели в этой вот, в этой капсуле, да, там в этом Аполлоне. И вот здесь такое ощущение, оба астронавта вот то же самое, знаете, они просто какие-то вот, ну, тоже вот масоны или с чем-то таким связаны. То есть они хранят какую-то вот эту тайну и сами являются теми, кто обманывает. То есть, да, кто завязан как-то с теми людьми, которые обманывают других людей. То есть вот прям
в тандеме они с ними. А кто-то из специалистов, то есть группы, которые, видимо, ну, не знаю, связисты, может быть, еще какие-то, то есть те, кто готовили эту миссию, они реально, некоторые думали, что это будет реальный полет на Луну, то есть что люди реально вылетят, да, реально сядут там, ну, точнее, не сядут, а облетят там и все. И когда уже сама миссия началась, им сказали, типа: "Нет, они просто так вылетят". И они такие: "В смысле? Нам же сказали, что вроде как, ну, типа, будут Луну облетать". Говорит: "Да нет, не будут. Это они так вот просто, да, вот должны были вот такой круг сделать, ой, а сделали вот такой маленький. Ну, типа, так и это, так и". И они такие: "В смысле? А мы же нам же говорили одно, почему сейчас другое?" Ну, типа, вот так вот все. И они такие: "А, ну ладно, ну мы, типа, не в курсе, мы не поняли, да". А вот именно вот что-то такое было. То есть некоторые прям в шоке были и не понимали, что происходит. Но это прям, приказы были прям свыше-свыше. Прям настолько свыше, что они прям вот просто такая диссоциация: "А чё вообще происходит? Ну ладно, а я не знаю, а я, вот чё-то такое. Нам говорили одно, по итогу происходит другое". То есть чтобы люди не успели сориентироваться опять же как-то. Я вижу человека, который вот находится в таких наушниках, знаете, которые вот наушники такие небольшие, вот радиопередатчик такой. И он разговаривает, видимо, с тем кем-то наверху. И, короче, координирует этот полет или что-то такое. И когда этот полет заканчивается, и по радио объявляют, ну или по телевизору, да, вот что-то такое объявляют, что вот якобы наши астронавты прилетели на Луну, там, да, значит, облетели, сделали фотографию, все, человек понимает, что этого не было на самом деле. И он прям вот так вот хватает вот эту штуку и прям кидает, типа, да что это такое, типа, опять какие-то вот эти вот игрища, опять вот это вот, как будто вот тогда вот, ну, он действительно человек, который верит в космос, да, который пришел туда работать, что вот космос, там туда-сюда, и он-то, ну, хочет действительно там что-то покорять, а тут опять какие-то манипуляции, игрища. То есть повторяется та же самая ситуация с Кубриком, да, вот опять какие-то махинации вот этим походом, ну, полетом на Луну, и он прям психует, ну, типа, задолбали вот эти вот политические игрища, типа, да что вообще происходит? Ну, типа, что он прям психует, у него там столько злости, раздражения, он даже с кем-то ругается. Ну, ему говорят, если ты, типа, это, ну, что-то тебя не устраивает, можешь писать заявление на увольнение. Ему прям ложат вот так вот заявление, говорят, можешь писать заявление на увольнение, если что-то тебя не устраивает. И, ну, типа, ты все равно не можешь ничего, ну, ничего никому сказать, потому что у тебя подписано вот это вот соглашение о неразглашении. Вот прям его этим конкретно прям говорят: "Ну, попробуй только, вот у тебя, тем не менее разглашение". Говорит: "Да пошли вы все". Просто их посылают: "Да пошли вы все". Вот, но он не увольняется, ничего, но он в каком-то таком, знаете, состоянии некой депрессии. В общем, сделано это для чего? Ну, очередная фальсификация. Во-первых, да, какой вывод мы сделаем? Очередная фальсификация. Смотрите, мы такие великие, мы слетали на Луну, у нас есть столько бабла, мы такие бла-бла-бла-бла-бла. То же самое, что и во времена Холодной войны, да. Это первое. Второе. Для чего это было сделано? Сейчас давайте посмотрим. Ну, это вот шло, опять же, это политическое, то есть вот опять идет политика, то есть замешана политика. Но сейчас мы посмотрим, то есть что именно там, почему вот именно так идет. М, политика. Что же там политика? Зачем это было все сделано? Смотрите, вот идет образ. ам, Люди очень сильно долго стабильно сидели на каком-то стуле. Стул такой удобный был, стул такой был, понимаете, прям вот привычный. Типа ты вот сидишь на вот этом стуле, и у тебя жопа прям на нем очень-очень вот прекрасно себя чувствует. Какой-то он такой стул, знаете, очень удобный, такой прям весь мягкий, такой весь прям венецианский стул, да. И вот тут неожиданно стул под этой задницей начинает шататься. А в каком смысле? Сначала одна вот эта вот ножка, да, такая хрясь, короче, типа,
ломается, и ты уже чувствуешь неустойчиво, да, на себя на этом стуле, но все равно 3 ножки как-то ты там переносишь, вот так вот центр тяжести, ты на них сидишь. Бах, у тебя вторая ножка, ну, хрясь, тоже, ломается. И ты уже на двух ножках, то есть тебе уже надо, ноги свои собственные напрягать, да, чтобы держаться на этих двух ножках. Ну, то есть уже вообще очень нестабильное какое-то состояние, то есть и положение на этом стуле, и оно хрупкое. То есть ты наконец-то чувствуешь вот этот момент, когда у тебя, ну, все, ты не чувствуешь опоры, да, какой-то, под своей задницей, условно, да. Это вот то, что сейчас чувствует американское правительство. То есть какие-то люди, которые очень долго вот, идут, знаете, в первую очередь какие люди, которые вот, всё-то там: "Вот мы такие крутые", там вот эти министры войны так называемые, которые, всю дорогу там книжки писали о том, как мы там уничтожим там кого, всех подряд, да, там не только, я сейчас не беру Россию, а вообще там и Ближний Восток, и всех остальных. Короче, сейчас мы там быстро всех порешаем и так далее. То есть все своих врагов, мы такие классные, крутые. Вот, у них сейчас просто, понимаете, вот такое нестабильное состояние. Они такие впервые: "Вау, под нами вот стулья зашатались, мы себя не чувствуем вообще комфортно". И нам надо как-то для людей, ну, для всех, доказать, что мы крутые и классные, что вот то, что, ну, вот такое ощущение, что то, что сейчас происходит в Иране, они там очень хорошо, как говорится, лажают, да, и накладывают большие кучи. Вот. И это очень негативно как-то на их, вот, отражается в том, что собственный народ, ну, то есть люди, да, внутри этой страны, начинают сомневаться в вот этом вот венецианском величии, то есть начинают сомневаться. То есть, а король-то голый, да, вот это вот. И вот эта показная штука с Луной — это очередной, типа: "Смотрите, мы великая нация, мы такие крутые, мы такие классные ребята, вот мы там супер-пупер" и так далее. То есть это вот оттуда ноги растут. Во-первых, доказать всему миру, показать: "Смотрите, мы делаем какие-то очень крутые вещи, мы такие великие, мы такие супермогущественные", да. И типа то, что мы там сейчас какие-то там войны, ну, у нас там ничего не получается, да, это так, это фигня. Вот смотрите, мы вот, всё равно там чем-то великим занимаемся попутно. Вот, какие-то великие миссии делаем и так далее. Они, знаете, вот это вот почему-то образ пришел, вот марвеловские истории. Вот, есть же марвеловские истории, где, там Капитан Америка, там еще кто-то, и вот они такие крутые супергерои, спасают мир, да, они там, значит, где, какие космические там моменты, и сразу вау, 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 там, да. Вот. Они там великие космические спасатели. Это первый момент, который они сейчас разыгрывают. Мы там вот, самая первая страна, значит, разыгрываем, вот, в героев игры в героев вот в этих вот космических. Второе — это, то, что сейчас очень сильно активно распространяются теории заговоров, так называемые, но настоящие, не те, которые там, люди уже сову на глобус натягивают, а где реально уже люди начали говорить о том, что на Луне есть базы, что на Луне сидят там, ну, грубо говоря, инопланетяне там и так далее и тому подобное. Это все очень активно сейчас муссируется, распространяется, об этом становится известно. Уже даже самые последние скептики начинают в это верить и так далее и тому подобное. И это один из способов, то есть, опять же, да, друзья, их темные друзья, с которыми они там дружат активно, вот, в своих вот этих ложах прекрасных, сказали им: "Давайте что-то делайте для того, чтобы люди перестали об этом думать". И вот они сделали эту фальсификацию, вот это вот, фото, да, ну, понятное дело, что это фото подставное, для того, чтобы показать: "Вот смотрите, все вот эти вот истории о том, что там кто-то есть, какие-то базы на обратной стороне Луны и так далее — это все фигня, это все домыслы, это все там ха-ха-ха, давайте вместе поржем над этими идиотами, которые так думают". Но на самом деле
Получается, что они кормят людей очередной байкой, рассказывают о том, что там ничего нет, смотрите, мир простой, такой, как мы его показываем на своих вот этих вот тупых телеканалах, поэтому давайте, ребятки, давайте вместе посмеемся над теми, кто говорит правду, обесценим их, да, вот, и так далее. В принципе, это основная задача, которая сейчас есть у вот этой так называемой миссии Аполлон, там, да, тире мы снова это сделали. Кстати, да, если кому-то интересно. Я знаю, что на "Ютубе" ходит очень много всего про Луну, что это и большой космический корабль, и прочее, прочее. Я и сама выкладывала, да, некоторые вещи, которые я смотрела, в принципе, вот, что по матрице Луна и Солнце, ну, вот, которые здесь мы сейчас видим и ощущаем, да, не настоящая, а вот которая нам там лампочка условно светит, вот, что это все матричные конструкции, которые управляют, да, и сознанием людей, и запихивают их в определенные сценарии судьбы, где у нас по матрице, вот, кстати, да, я сейчас с ребятами работаю, да, ам, в личной работе, когда там некоторые ребята вот, выходили, я сначала такая думаю: "Что за фигня?" Но когда мы начинаем смотреть, сколько реально уходит потенциала человека, понимаете, все называют одну и ту же цифру, то есть которые вот отбирают здесь в процессе вот этого всего. 70%. 70% ребята потенциала у нас вот эта вот хрень из нас просто выматывает, оставляя нам всего 30%. Делайте выводы. То есть вся вот эта вот система просто 70% потенциала у нас изымает самым наглым образом, просто собирая вот эту энергию. И, конечно же, вот нужно из этого всего выходить для того, чтобы свой потенциал себе на самом деле возвращать. Тоже, кто хочет поработать, все вот эти вот дела, узнавайте, пишите на почту. Ссылка тоже есть в описании. Ну, у меня на сегодня все. Всех вас люблю, обнимаю. Пишите в комментариях, хотите ли вы посмотреть, а что там на самом деле происходит на Луне, а не то, что нам пытаются вот эти фотки показать. Ведь если они так отчаянно что-то там пытаются прятать и показывают какие-то непонятные фотки с муляжами, лишь бы мы поверили в том, что вот оно на самом деле вот так, да, что-то они там, видимо, есть что скрывать. И я с удовольствием посмотрю, если вам это будет интересно. Но опять же скажу, те, кто не хотят слышать правду, да, или не готовы к правде, ну, просто не надо ее слушать, да, потому что классно сидеть в иллюзиях, но самое страшное, это, наверное, когда ты хочешь проснуться, это из одной иллюзии просто ускакать в другую. А я, ну, не тот, кто будет просто этому потворствовать. Все, всех вас люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Всем пока-пока.